Заселение Сибири русскими и другими восточнославянскими народами, включая и поляков, то есть западных славян, началось довольно давно, еще до прихода Ермака сюда, в Сибирь. И это было примерно где-то конец XVII века, когда были основаны первые сибирские города – Тара, Тобольск. Вот. И, конечно, причины были здесь разные. Ну, это было и переселялись сюда те группы людей, которые участвовали в антигосударственных выступлениях, ну, всякие восстания крестьянские, да, Болотниковы и прочее. И им ничего не оставалось, либо, как они писали в архивах, текать за границу, ту же Турцию, да, либо, значит, уезжать, переезжать сюда, в Сибирь, и теряться вот здесь, в местных лесах, на вот необъятных просторах Сибири. Поэтому группы русских людей жили здесь и до прихода Ермака. Затем, ну, мы знаем, что здесь были заимки, избушки и так далее, первых охотников, тех людей, которые занимались, значит, охотным промыслом, то есть добычей мехов, продажей их, то есть промышленники вот, разного рода, рыболовы, которые тоже сюда ходили с русского севера за добычей. Вот. Но и после похода Ермака и такого официального оформления присоединения Сибири, сюда все-таки все время были правительственные указы о заселении один за другим, более удачные, менее удачные. Вот, в частности, у нас в Барабе были Пасов несколько построены, те же Каргатский форпост, Убинская. Ну, несколько, в общем, таких было станций, где вот были опорные точки, значит, охраны границ Российской империи. Вот. Ну и особенно, конечно, активно именно такое массовое крестьянское заселение Сибири происходило в пореформенный период с отменой крепостного права и в Столыпинский период, это 906-914 годы, когда сюда хлынул поток переселенцев из-за перенаселенности ряда мест в Российской империи. Это, конечно, южные, юго-западные губернии, значит, прежде всего Курская, Тамбовская, значит, Полтавская, Минская, Гомельская, Могилевская и ряд других. И сюда люди шли не только за землей, но и за волей, потому что здесь исконно были кабинетские земли, то есть такого крепостного гнета, как это было, допустим, в центре России или в Поволжье, здесь, конечно, не было. Хотя и работали на Колывано-Воскресенских заводах, отрабатывали, значит, свои работы, вот, но барщины вот в таком варианте, как это было в европейской России, здесь не было. Вот. Ну и еще одно массовое такое тоже, может быть, переселение в Сибирь было в 1920-30-е годы. Это когда массово происходила коллективизация, значит, и люди не согласны с коллективизацией, не согласны, да и просто из-за боязни репрессий переселялись вот сюда, в Сибирь. Я знаю, опять же, и старообрядчество было среди этого населения. Вот, были и выходцы из Поволжья и так далее. То есть причины были все время как бы разные, но все-таки в Сибирь шли за волей и за землей. Поэтому вот украинские переселенцы часто рассказывали вот в интервью о том, что когда они приезжали, им говорили: берите землю, ну как, сколько, ну возьмите вот столько, а столько можно? Да можно, возьмите столько. Вот, то у них это вызывало оторопь, и они буквально, вот даже мне так рассказывали, целовали эту землю. Вот. Им не верилось, что это вот теперь их земля. Настолько они были, значит, вот ограничены в таких вот возможностях хлебопашества там у себя на родине. Вот. Ну и, конечно,
вот вся эта ситуация, во-первых, этапы заселения Сибири, во-вторых, то, что сюда переселялись люди из разных районов Европейской России, конечно, все это вызвало ну, такую ситуацию этнокультурной разнородности, этнокультурной мозаики. Поэтому, когда мы говорим о традиционной одежде, о традиционном костюме, мы должны говорить о множественном числе. Да? То есть это костюмы, это комплексы одежды. Вот, потому что каждая этнокультурная группа характеризовалась своим образом жизни, ну и, соответственно, своим костюмом. Вот. Но какие этнокультурные группы наиболее известны? Основное население составляют и в XIX, конце XIX, начале XX века составляли потомки старожилов, первопоселенцев. Они здесь были первичные, поэтому они задавали тон жизни, образ жизни. Вот, и поэтому всем остальным, приезжавшим сюда, значит, переселенцам российским, допустим, Столыпинского периода, приходилось приспосабливаться, присматриваться к их обычаям и, так сказать, перенимать положительный опыт этих первопоселенцев. Вот эти этнокультурные группы назывались здесь сибиряками или челдонами. Причем где-то они совпадали, а где-то четко различались. Сибиряки – это региональная идентичность, а челдоны – это выходцы с сакральной реки Дон, сакральной для славян реки Дон. Они объясняли, что их предки пришли сюда, в Сибирь, либо вместе с Ермаком, либо до даже Ермака, как, например, утверждают жители деревни Чебаки. Вот, и Воробей это деревня. И, значит, поэтому они потомки тех донских казаков, которые, значит, были первичное население здесь, в Сибири. Вот. Ну, как показали наши исследования, термин «челдон» гораздо был шире распространен, чем это указывается в словарях Дали или Боровникова. Вот. Люди в большинстве своем, старожилы, интерпретируют его в положительном таком ракурсе, что это почетно быть челдоном, что это, значит, люди, потомки тех первопроходцев в Сибири. Вот. Жили они действительно очень в экономическом отношении хорошо, и поэтому занимали высокий статус вот, в глазах, так сказать, российских переселенцев позднего периода, ну и в глазах других, так сказать, групп славян, это выходцев с территорий украинской или белорусской вот, в настоящее время. Значит, следующие группы, которые здесь проживали, это, конечно, старообрядчество, которое устремилось сюда после реформы правки книг и, значит, обрядов по реформе патриарха Никона. Это 1660-е годы, то есть где-то 60-е годы 17 века, вот, когда эти группы русских людей не захотели менять свою веру, свои обряды и менять их на западноевропейские. Когда в 1682 году вышли, значит, приказы о том, чтобы наказывать таких непокорных людей, и, в общем-то, как бы сейчас говорили, были введены санкции, да, вот, им пришлось разбегаться, кто-то бежал на, значит, западные рубежи, за границы Российской империи, кто-то на юго-запад, вот, и потом с принятием этих территорий, вернее, с присоединением этих территорий Екатериной II, они вошли опять в состав империи и были таким образом опять под давлением религиозных и светских властей. И были насильственно переселены сюда, в Сибирь, и получили название поляков по имени их выхода с территории Речи Посполитой, и название семейские, поскольку переселялись семьями и выделялись на фоне одиночек, каторжников, там, заключенных, которые жили, значит, в одиночестве. Вот. Но надо сказать, что до
появления здесь этих этнокультурных групп, вот выходцев с западных территорий России, здесь проживало и еще до их прибытия большое количество старообрядцев. Это выходцы из других районов, которые тоже пришлось бежать, но они бежали не с западных территорий, а бежали из Керженских лесов, например, с русского севера, значит, из центра России. Они бежали, скрываясь, вот, поскольку санкции-то были серьезные, это и, значит, конфискация имущества, и смертная казнь. Вот. Поэтому и приходилось бежать в Сибирь, скрываться. Но обобщенные названия они получили киржаки. Вот по месту своего наибольшего скопления это река Керженец Нижегородской губернии. Вот. Кроме того, жили и компактные группы старообрядцев, которые были выходцами, например, из Пензенской губернии, это Присурье, например, курганы. Вот. Были двоеданы, выходцы из Южного Урала, тоже компактная достаточно группа, названная так, потому что платили две дани. Одна дань государству обычная, а вторая дань за бороду. Потому что старообрядцы ходили, так сказать, хотели выглядеть именно так, как им было положено по нашим русским традициям, то есть соответствовать образу Христа. Вот. Российские переселенцы – это переселенцы, как правило, пореформенные, то есть после реформы отмены крепостного права, это вторая половина XIX века, начало XX века, и столыпинские реформы. Вот. Это, как правило, переселенцы из южных губерний, вот, Курская особенно много, значит, Белгородская, Полтавская, Гомельская, Могилевской и так далее. Эти губернии в свое время дали огромный отток населения, то есть прибытие массы переселенцев из этих губерний фиксировалось. И, конечно, они по своей культуре резко отличались вот от тех старожилов, как вот мы их обобщенно назовем, да, эти группы челдонов, сибиряков и старообрядцев. Вот, они резко отличались. Вот. Но каждая из этих групп имела свою особенность. И, значит, на первом этапе они значит, жили довольно обособленно, ну, могли подселяться к сибирякам, но сибиряки все-таки старались всегда отделиться от вот, вновь прибывших, поскольку в образе жизни те очень сильно отличались от них. Вот. Но потом вот уже в 20-е, 30-е годы, когда произошла вот реформа и в области, ну, и религиозной жизни, и, значит, были, в общем-то, признаны народные обычаи, особенно привязанные к православию, значит, не желательными и не требующие своего сохранения. Культурное наследие, в общем-то, так отметалось все, так сказать, связанное, и только сохранялось то, что с точки зрения новой власти было, не имело такой религиозной, что ли, окраски. Вот, поэтому тут уже и браки заключались между представителями различных этнокультурных групп, и произошло вот такое вот смешение. Вот. Ну, еще можно, может быть, упомянуть выходцев с Поволжья, тоже здесь вот были группы мордвы, были группы чувашей у нас, даже вот на территории Новосибирской области довольно много, на территории Алтайского края. Вот. Но они довольно быстро русифицировались, и, в общем-то, только специфика какая-то проявлялась у них, ну, может быть, в элементах орнамента, в манере ношения верхней одежды, ну, обуви, то есть вот таким вот образом. Когда мы говорим об этнокультурных группах, то есть таких таксономически низких подразделений этнических общностей, то, конечно, здесь Сибирь, наверное, наиболее интересна, потому что этнокультурные общности, пусть даже в рамках русской, да, или восточнославянской, здесь представлены наиболее ярко, поскольку сюда переселялись выходцы и с европейского севера, из центра России, западных рубежей, южных рубежей. Вот. И поэтому, конечно, изучение этнографических или этнокультурных групп в Сибири здесь, наверное, это наиболее
дает интересные результаты исследований.